Существует три вида фильтрации: механическая, биологическая и химическая в аквариуме. И сейчас мы поговорим, как можно сэкономить на биологической фильтрации, вернее на одном из его фильтрующих элементов. Это канал Flomals, меня зовут Сергей, и здесь мы вместе с вами учимся содержать и ухаживать за животными, и не только. Перед вами наш 400-литровый аквариум. Он обслуживается тремя фильтрами, двумя внешними и одним внутренним. Ну, пока что, или на данный момент, скажем так. Хочу отметить, здесь один фильтр ихеймовский. Мы его купили, установили вместе со всеми наполнителями. Видео об этом есть у нас на канале, можете посмотреть, перейдя по ссылочке. Соответственно, купленный, дорогой, полностью фирменный, скажем так. И сейчас мы его разберем. В дальнейшем мы еще покажем, как мы промываем все фильтрующие элементы. Но это чуть попозже. А сейчас мы просто посмотрим, из чего он состоит, чтобы понять, ну вот как бы он собран полностью по инструкции, полностью как должно быть, соответственно, на его примере и посмотрим. Сначала у нас идут биологические кольца, которые разбивают грязь. Самый такой жир-жир из аквариума, скажем так, забирает на себя все. И еще функцию выполняет тем, что разбивает воду на весь объем, и он равномерно поднимается наверх, соответственно, не какими-то определенными кусками, а по всей площади. Дальше у нас идет даже это не крупная, это средняя пористая губка, которая уже еще забирает более мелкие, но все-таки достаточно крупные говняшки из аквариума. Дальше поднимается, и вот здесь уже вот у нас биологический наполнитель. Это ихеймовский, кругленький, вспененное пеностекло. Обалденный, площадь населения бактериями, бактериальными колониями просто огромная, как описывает, как написано в характеристике, ну это я не знаю, там футбольные поля, грубо говоря. Вот мы все это рассмотрели, вот мы его как купили, так он и есть. Мы единственное, что добавили все компоненты, сложили в мешочки, это просто для удобства, чтобы не рассыпать в каких-то там тазиках, а мыть, вот раз мешочек достал, помыл и засунул обратно. Ну и плюс мы еще на входную трубку поставили губку, чтобы тоже он забирал очень крупную взвесь. Ну, такие вот маленькие элементы. А в основном он вот так, как он есть. Хочу отметить еще один очень немаловажный факт, что в ихеймовском наполнителе в инструкции написано, что данный наполнитель не требует замены, а требует всего лишь промывки, соответственно, и все. Я не просто так это отметил, потому что у некоторых производителей написано, что после года, у некоторых 2, у всех по-разному это надо читать, что нужно его заменить частично. Соответственно, это вот тоже один из таких моментов, которые не надо упускать из вида. Но перейдем к тому, ради чего мы снимаем данный ролик, о дешевом. Вот как раз вот этот биологический наполнитель, где здесь пененные шарики с кучей площади. Вот этот биологический наполнитель многие используют лаву, ну и там других производителей, а мы нашли ему замену. То есть мы купили фильтр с рук, нашли по объявлению. Это просто канистра, пустая абсолютно канистра, ихеймовская, то есть все отлично. У него мы купили его за копейки по нескольким причинам. Он абсолютно пустой, нет никаких наполнителей, ни трубов, ни шлангов, никаких фитингов. В дальнейшем мы еще выяснили, что у него сломан ролтер, мы его заказали на сайте Ихейм. Нам его быстренько доставили, мы его поменяли, все равно это вышло очень-очень дешево. Ну, не об этом. Все время отклоняюсь, просто чтобы было понятно, из чего мы собрали данный фильтр. Соответственно, вниз мы можем поместить гофрированную трубку какую-нибудь мелко нарезанную. Главное, чтобы она была пищевая, чтобы она ничего не выделяла и никак не влияла на параметры воды. Дальше идет у нас губка, соответственно, ее легко найти, купить, это тоже недорого, я считаю. А следующий наполнитель, как раз на котором мы сосредоточим свое внимание, мы нашли такой в простом магазине для продажи, покупки и все для растений. Это пеностекло. Прекрасный вариант. По своей структуре и виду похож на лаву на самом деле, но если честно, мне даже кажется, что в нем гораздо больше пористых
в нем гораздо больше пористости. И если честно, я посмотрел разные исследования по этому поводу. Они сквозные, что очень классно. Не в каждой лава сквозная. Мы обнаружили, что данный материал, он гораздо пористый и он имеет сквозные. Это очень важно. Единственное, что мы не знаем, это сколько он служит. Соответственно, я так думаю, что по виду или по чистке его можно менять. Но на самом деле он настолько копеечный. Вот мы 1-литровый мешок купили там за 130 рублей. То есть, это, понятно, что это вообще как бы ни о чем. На параметры воды никак не влияет. То есть, прелесть, а не наполнитель. Мы его закладываем в такие же мешочки, закладываем после губки. И вот, пожалуйста, вам обалденное, классное биологическое наполнение, которое просто стоит гроши. Мы обязательно в дальнейшем будем показывать, как и что там протекает, но, как показывает практика, вот мы так его чуть-чуть попробовали, это великолепно. Что мы еще сделали с данным наполнителем? Я сейчас расскажу прям чуть больше, а сейчас мы вернемся к тому, как мы промываем наш фильтр. Мы никогда его не моем, как никогда. На самом деле мы делали ошибки и промывали полностью фильтра, прям чисто под проточной водой, потому что где-то прочитали от каких-то умников, что это вполне допустимо. Что, тем более, когда огромные объемы в аквариуме, он легко пополнит колонии бактерий из аквариума и быстро восстановится. Но я думаю, ролик мы тоже снимем в ближайшее время по этому поводу. Не так все это просто, как выглядит на самом деле. И лучше нет. Лучше промывать в воде из аквариума перед сменой. После подмены. Вот видите, мы промываем. Не прям до блеска, не до хруста, без фанатизма. Хорошенько ополоснули несколько раз, прям так нормальненько. И все вернули обратно. Бактерии не надо тревожить. Пусть они кайфуют, радуются и приносят нам огромную пользу в очистке аквариума. Тем более, как мы вот опять-таки провели и прочитали кучу всякой литературы по этому поводу, чем больше забит ваш аквариум, тем больше и лучше идет биологическая очистка. Но механическая это понятно, что там все уже и так ничего не проходит. А вот именно биологическая она лучше проходит. Единственное, что, конечно, когда напор воды падает из фильтра прям вот совсем уже критично, надо обязательно промывать. А так стараться как можно реже туда вообще лезть. Чем меньше мы туда лезем, тем лучше для аквариума. Потому что лучше живут колонии бактерий. Так вот, что мы еще сделали с нашим новым материалом фильтрующим. Во-первых, когда мы его сложили, мы его хорошенько промыли, у него есть минус, который я не уточнил, он очень хрупкий. На самом деле у многих производителей тоже мы пробовали, материал тоже хрупкий довольно-таки, но здесь он прям, реально, это минус. Не будем. Мы его ополоснули, сложили и после этого еще раз ополоснули, потому что когда мы складываем, соответственно, многие материалы, вот он трется друг об друга, задевает, соответственно, опять что-то сыпется. Мы сложили все аккуратненько, все классно ополоснули, и после этого еще раз промыли водой из-под аквариумной водой, которую мы слили. Чтобы он уже был не хрустальненький, а уже с какой-то биологией. Пусть там минимальный, пусть еще чем-то, но все равно уже какие-то процессы, пусть там прям, действительно минимальные, мы запустили. Вот тоже примите это во внимание, я считаю, что это полезно. Если вы можете поделиться какими-то полезными вещами по этому поводу, мы будем только рады. Или посоветовать еще какой-то дешевый фильтрующий материал. Мы будем очень рады таким советам. Единственное, что еще можно как совет, материал там хрупкий, если вдруг есть боязнь, что там что-то полетит в аквариум или повредит как-то фильтр, можно закрыть сверху синтепоном. Или же можно использовать вот такую вот тряпочку, главное, чтобы она не была пропитана никакой химией, а то, там весь аквариум можно так положить. Мы положим вот такую тряпку, дабы избежать всяких каких-то нюансов. Главное, не забывайте эту тряпочку время от времени менять, потому что она очень плотная и не пропускает самые мелкие частицы, а соответственно быстро забивается.
Мы зацепили с вами какую-то маленькую часть о фильтрации. Мы поговорили о биологической фильтрации, тем более даже не о всей биологической фильтрации, а всего лишь там об одном материале, который мы нашли для дешевизны. Возьмите это на заметку, пользуйтесь. А на самом деле про фильтрацию можно говорить бесконечно. Мы обязательно зацепим кучу таких тем, потому что нам самим интересно во всем этом разобраться. Давайте разбираться вместе. Любите природу. Всем всего хорошего.